В предыдущем ролике Друзья, всем привет! С вами, как всегда, Павел Сидорик, и это канал о ремонте, отделке и строительстве. В этом ролике мы будем делать утепление плоской кровли. Расскажу все нюансы и тонкости, а теперь обо всем по порядку. Поехали! Заказал в интернет-магазине первую партию пенополистирола для утепления парапета. Разгружать пенополистирол – милое дело. Объем есть, а веса нет. Экструзионный пенополистирол я покупал толщиной 5 см. Листы по 10 см толщиной были значительно дороже. В итоге 2 листа по 5 см получались дешевле, чем один лист 10 см. Работы по укладке будет немного больше, но качество утепления будет лучше, потому что будет 4 смещения шва между листами. Плюс ко всему я буду делать разуклонку из пенополистирола, потому что если ее сделать из стяжки, то максимальный слой стяжки получится 20 см. Это лишняя нагрузка на перекрытие. А если сделать разуклонку из пенополистирола, то конструкция получится теплее и легче. Средний слой стяжки тогда везде получится 5-7 см. Вторую партию пенополистирола привезли чуть позже. Когда вы покупаете такой большой объем, в принципе в магазине можно торговаться и просить меньшую цену. Весь пенополистирол пока сложили в дом, на крыше его может просто поздувать. Вчера сделали пароизоляцию, сегодня у нас начинается утепление крыши. Утеплять мы начнем с парапета, с бортика. Будет утепляться и верх, и бок. Ну и потом, соответственно, фасад. Для этих целей я купил экструзионный пенополистирол с фаской. К нему очень хорошо прилипает раствор. Почему? Потому что потом, после того, как мы заклеим этот бортик, нужно сделать защитный слой из клея. Потому что будет наплавляться материал, соответственно, чтобы не испортился, не сгорел пенополистирол. Клеить будем на клей-пену. Парапет утепляется для того, чтобы угол примыкания стены и крыши не промерзал. На этой картинке это наглядно показано. Экструзионный пенополистирол подрезается по стене. Затем на него наносится клей-пена. Нужно немного подождать, чтобы клей-пена стала более густой и клейкой. Это примерно 3-4 минуты. Рекомендую проверить это время опытным путем. Затем лист приклеивается к внутренней стороне парапета. Пена держит лист очень крепко. Проверяли уже не раз. Дополнительно сверху между листами ставим зонтики. Все швы и стыки дополнительно запениваются. С помощником пошли клеить пенополистирол в разные стороны, навстречу друг другу. Таким образом проходим весь периметр. Помощник вырезает листы, я следом клею.
После приклейки лист на некоторое время еще можно поджать мешком с клеем. Внутренняя часть парапета готова. Обклеили бок парапета, все пропенили, дополнительно еще зонтиками закрепился. И сейчас обклеиваем торец. Вот как это выглядит. То же самое на пену и 3 грибка. Или зонтика, как они правильно называются. Раз, и между листами. Плюс потом еще будет утепление снаружи. А сейчас начали клеить пенополистирол на верхнюю часть парапета. Вот как это выглядит. Наносим клей-пену. У меня тут на видео кажется все быстро, но на самом деле нужно с пеной немного подождать. Есть еще баллон с обычной пеной, которым мы заполняем швы. Все обрезки также используем, чтобы не тратить лишний материал. Приклеили листы и сверху прижали мешками. В принципе, процесс точно такой же. Единственное, что сверху это дело все удобно прижимать мешками. Все швы дополнительно пропенили и еще закрепили зонтиками. Друзья, полезная информация для тех, кто занимается строительством и ремонтом. И не только. При возведении жилых домов, устройстве фундаментов, полов по грунту, кирпичной кладки, штукатурки стен и даже в обычных бытовых задачах очень широко используется различная металлическая сетка. С 2014 года Новомосковский завод металлических изделий НЗМИ обеспечивает строительный рынок высококачественными материалами. Производит полный спектр металлических сеток, которые становятся надежной основой для объектов любой сложности. Гарантия качества. Вся продукция завода сертифицирована и соответствует строгим отраслевым стандартам. Продукция завода применяется для армирования, укрепления строительных конструкций, кирпичной кладки и дорожных покрытий. Отделки. Идеальная основа для штукатурки, облицовки фасадов и интерьерных работ. Защиты. Изготовление прочных ограждений, вольеров и защитных конструкций. Декора. Создание эстетических элементов современной архитектуры и дизайна. В ассортименте представлены сетка-карта, ЦПВС, сетка сварная в рулонах, сетка рябица. Любой способ оплаты. Ассортимент в наличии, отгрузка без предоплаты, любая форма сетки. Заказать продукцию можно на сайте, по телефону, через WhatsApp или Telegram. Сетку можно забрать самостоятельно или оформить доставку. Ссылка на производителя в описании к ролику. Дополнительно сверху еще крепим 3 зонтиками. Плюс потом еще будет утепление снаружи. Внизу зонтики не используем, чтобы не повредить пароизоляцию. Плюс ко всему там будет основной слой утепления.
Он в минимальной точке будет 20 см. Следующий этап – это армировка и нанесение клея на пенополистирол. Для чего это делается? Для того, чтобы защитить пенополистирол от нагрева. Слой клея сетки должен быть минимум полсантиметра. Тогда при приклейке битумных материалов пенополистирол под воздействием горелки не расплавится. Сначала нужно было отработать технологию нанесения клея и армировки фасадной сеткой. Нанес клей на пенополистирол, разровнял гребенкой и загнул сетку через угол. Внизу поставил пенополистирол, это будущий слой утеплителя, там можно не армировать. Этот вариант мне показался слишком долгим, поэтому мы решили наносить клей и приклеивать сетку другим способом. Клей наносится сразу на длинный участок. Сверху раскатывается сетка по вырезанному размеру армированного участка. Сначала наносится клей и разравнивается при помощи гребенки. Затем сверху укладывается сетка, но не прижимается, чтобы был дистанционный слой. Как только клей немножко схватился, сверху заглаживаем клеем. То, что сам угол не перегибает сетка, это не важно. Это защита от теплового воздействия горелки при наплавлении битумного материала. Таким образом получается работать быстрее. На внутренней части парапета производим ту же самую операцию. Внизу, где будет утепление, армировка не производится. Назревал дождь, и я переживал, что вода просто размоет клей. Но мы все успели сделать до дождя, и клей успел схватиться. Следующий этап – это укладка основного утеплителя на перекрытие. Утеплитель, который складировали внутри дома, теперь поднимаем на крышу. Схема классическая, поднимаем по цепочке, так как упаковки не тяжелые.
Бортик мы сделали. Обклеили пенополистиролом XPS. Заармировали, затянули клеем. Клей довольно-таки толстый слой, чтобы не расплавился пенополистирол, когда будет приклеивать уже унифлекс. Теперь начинаем укладывать панели XPS. Ну вот, наверное, оттуда начнем и пойдем. Сейчас эту воду высушим, разгоним. Дождливое у нас сейчас время, поэтому, наверное, не избежать дождя. Ну, ничего страшного. Пенополистирол XPS не боится воды. Главное потом подождать перед уже финишными слоями, чтобы все высохло. И это еще не все. Еще целая комната в доме. Сейчас потихонечку начнем все это раскладывать. В разбежку, 4 слоя, чтобы не было мостиков холода. Перед тем, как начинать укладку, подметаем основание. У первого ряда, который будет примыкать к стене, срезаем четверть. Укладку пенополистирола можно производить двумя способами. Первый – это прижимать пенополистирол зонтиками. Для этого нужно дырявить пароизоляцию, что не очень хочется делать, потому что она герметичная. И второй вариант, который выбрали мы, это приклеивать на клей пену. Почему важно, чтобы пенополистирол не играл? Потому что сверху будет сухопрессованная стяжка, и этой стяжки не такой большой слой, чтобы под своим весом она прижала играющий пенополистирол. С пеной удобно работать, так как она схватывается очень быстро. Шов, который образуется между листами и около стены, запениваем обычной пеной. Второй ряд укладываем в разнобой, сдвигаем шов. После укладки листы придавливаются до того момента, пока пена не схватится, чтобы лист остался в прижатом положении. Остатки стяжки как раз пригодились для этой работы. Верхний ряд тоже укладывается со смещением, чтобы швы не попадали друг на друга. Таким образом будут перекрыты все швы, потенциальные мостики холода. Если бы у нас пенополистирол был толщиной 10 см, то, конечно же, укладка была бы быстрее. Но на тот момент в магазине он стоил дороже, и на тот объем, который я купил, сумма получилась приличная. Ребята, которые мне помогают, до этого момента такую работу не выполняли. Эта работа несложная, поэтому освоить навыки укладки пенополистирола можно за 10 минут. Вообще рекомендую для таких работ привлекать студентов и подсобников. Таким образом вы создаете рабочие места, работа идет быстрее и люди получают деньги. Работа не тяжелая, но больше монотонная.
Итог первого дня. Думаю, завтра будет больше. Сворачиваемся, едем домой отдыхать. Вчера целый день не работали, шел дождь. Сейчас вот загоняем воду. В чем преимущество укладки XPS перед каменной ватой, что XPS не боится дождя. Даже если его немножко залило, постоит, все высохнет. Сейчас вот сгоним воду и начнем укладку. На следующий рабочий день добавился еще один человек. Так как все уже знали, что делать, работа пошла быстрее. Всего укладывалось 4 слоя по 5 см со смещением. Использовали экструзионный пенополистирол Технониколь Карбон. По своим характеристикам он, конечно, гораздо лучше, чем обычный пенопласт. Если вдруг пойдет дождь, то я делал специально для этого случая технологическое отверстие со всех сторон дома, и вода просто будет выливаться через них. Если не сделать такие отверстия, то ваша крыша может превратиться в бассейн. Сам пенополистирол воды не боится, но ничего хорошего не будет, если внутри всей конструкции останется много воды. Основной слой утепления на крыше получается 20 см. 20 см утеплителя – это минимальная толщина, которая будет в районе сливных воронок. Таким образом, работу по укладке основного слоя утеплителя сделали за 2 дня. Второй день пришлось задержаться и работать аж до темноты. После того, как уложили основной слой утеплителя, нужно сделать разуклонку, то есть выложить пенополистирол лесенкой, чтобы снизить нагрузку на перекрытие. Сейчас я поделюсь своим опытом, как я рассчитывал пенопласт на разуклонку. Вот это вот внутренние размеры моей крыши. Самые низкие места это здесь воронка, здесь воронка, здесь и здесь. Эти вот светлые участки это
минимальный слой 20 см пенополистирола. Следующая полоска идет выше на 50 мм. Следующая еще на 50, здесь вот посерединке тоже. Дальше еще на 50 выше. И вот этот вот конек, самый высокий участок. Грубо говоря, ребята, которые будут делать сухопрессованную стяжку, они сверху этого конька сделают слой 5 см стяжки. Здесь внизу 5 см стяжки, там где воронка. И правилом или просто шнуркой отобьют уклон. И здесь у меня получится, что уклон будет вот сюда, сюда, сюда уклон, сюда уклон. И здесь вот то же самое. Сюда уклон, сюда, сюда. К 5 воронкам будет уклон. Здесь на коньке потом будут стоять аэраторы. Здесь, здесь, здесь и еще где-то здесь. В самой высокой точке, чтобы влага уходила вверх. Немного неправильно сказал. Не все ряды увеличивались на 50 мм, а в промежуточных рядах использовал толщину 20 и 30 мм. Отвез эту схему ребятам, чтобы они сделали раскладку по схеме. Там, где воронка, сделали небольшое углубление на 20 мм, так как в этом месте будет укладываться несколько слоев битумного материала для усиления. Такое же углубление есть на стене. Итого, вся работа по укладке пенополистирола заняла 3 дня. Ну что, ролик подошел к концу. Если вам понравилось, то, конечно же, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Желаю всем хорошего настроения и успехов на работе. До новых встреч! Know you've been a good friend, and that's in the thick and thin.